Я регулярно показываю вам самые разнообразные плагины для обработки звука. Но что насчет встроенных в DAW приборов? Разве они так плохи? Разве они не могут создать отличное звучание микса? Давайте разбираться. Сейчас мы послушаем микс, после чего приступим к настройкам. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Я хочу в тебя смотреться, хотя мы далеко пока. Здесь уже сведено все, кроме лидирующего вокала. Его я оставил на десерт. Послушаем отдельно. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Я хочу в тебя смотреться, хотя мы далеко пока. Голос звучит хорошо, но некоторые проблемы все же присутствуют. Слишком интенсивный низ, слишком яркие сибилянты и немного нестабильная нижняя середина. Кроме того, динамический диапазон голоса, я думаю, тоже стоит несколько исправить. Ну и, возможно, мы добавим сатурации и, конечно, реверберации. В качестве обработок мы будем использовать только те инструменты, которые нам предлагает Cubase, чтобы проверить, насколько они хороши и подходят ли они для сочетания со сторонними плагинами и, конечно же, для создания прекрасного итогового звука микса. Начнем с эквалайзера. Но я помню теплый свет Слишком много низа. заснеженного маяка. Я хочу в тебя смотреться, хотя мы далеко пока. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Я хочу в тебя смотреться, хотя мы далеко пока. Я уже срезал лишние низкие частоты, а также ослабил диапазон в районе 550 Гц, для того, чтобы сделать звучание голоса более чистым. Теперь мы поработаем с компрессией. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Я хочу в тебя смотреться, хотя мы далеко пока. Начнем с какого-нибудь пресета. Soft Lead Vocals должен сработать хорошо. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Я хочу в тебя смотреться, хотя мы далеко пока. Я не хочу слишком сильно пережимать голос, потому что он потеряет свою естественность, а для подобного вокала это недопустимо. Но все же некоторый контроль динамики требуется. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Я хочу в тебя смотреться, хотя мы далеко пока. Компрессор работает только на наиболее активных нотах. Кроме того, заметьте, что атака довольно быстрая, а релиз работает в автоматическом режиме. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Я хочу в тебя смотреться. Прекрасно, мне такое звучание очень нравится. Но в нашем распоряжении есть другие варианты компрессоров, поэтому я бы попробовал ламповый прибор. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Уже даже сейчас я слышу, что он нам не подходит, поскольку сатурирует голос слишком сильно. Такая компрессия подойдет для тонких голосов, а не для таких роскошных, как у Ани. Давайте попробуем другой компрессор. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Вот этот вариант даже без компрессии звучит хорошо, он приятно окрашивает голос, но, возможно, это чрезмерная обработка. Давайте добавим компрессии и проверим. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Я хочу в тебя смотреться, хотя мы далеко пока. Даже сейчас слышно, что обработка
слишком активное. Тем не менее, характер звучания мне очень нравится. И если бы голос был нестабильным и требовал более тщательной корректировки, я бы задействовал этот компрессор. В обычной работе я его использую, наверное, чаще других, потому что он работает очень похоже на 1176, но не слишком агрессивно в диапазоне высокой середины. В этом смысле он больше похож на нивовские приборы по звучанию, но с отдачей Юрей 1176, что очень неплохо. Тем не менее, для сегодняшнего голоса лучше всего подходит стандартный компрессор, доступный во всех версиях Cubase. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Я хочу в тебя смотреться, хотя мы далеко пока. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Я хочу в тебя смотреться. Прекрасно, послушаем до обработки и после. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Оригинальный характер голоса сохранен, но при этом динамика находится под контролем. Все как мы и хотели. Проверим другие модули. Теперь нам нужно добавить DSR, чтобы слегка подавить сибилянты. Я буду использовать порог в автоматическом режиме, но ослабление сделаем очень небольшим, на уровне 1-2 дБ. Проверим. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Я хочу в тебя смотреться, хотя мы далеко пока. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Настроим границы. Я хочу в тебя смотреться, хотя мы далеко пока. Понять, какие границы нужны для подавления сибилянтов, можно с помощью эквалайзера. Обратите внимание на высокочастотную область частотного спектра. Но я помню теплый свет твой заснеженного Вот наши сибилянты. маяка. Я хочу в тебя смотреться, хотя мы далеко пока. Сибилянты находятся в диапазоне от 5,5 кГц до где-то 13 кГц. Высокие частоты выставляем около 13 кГц, а низкие на 5 кГц. И теперь мы подавляем только сибилянты. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Их можно прослушать с помощью кнопки Difference. Я делаю релиз короче, чтобы мы не захватывали полезный сигнал, а работали только с сибилянтами. Прекрасно. Сейчас должно работать все отлично. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Я хочу в тебя смотреться, хотя мы далеко пока. Послушаем без DSR и с ним. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Отлично, обработка минимальная, но этого достаточно для того, чтобы голос звучал аккуратно, но при этом естественно. Теперь попробуем добавить сатурации. Ее можно установить в разных местах сигнальной цепи, но я попробую поставить сатурацию в самое начало цепи до эквалайзера. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Я хочу в тебя смотреться, хотя мы далеко пока. Очень приятная сатурация. Это эмуляция магнитофона, но у нас есть еще один тейп-эмулятор,
который называется Tape Saturation. Но я помню теплый свет твой Нет, голос перегружается. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Tube Saturation также не подходит, поскольку перегружает голос. Но, опять же, для тонких голосов эти модули работают отлично. Тем не менее, в нашем случае единственный приемлемый вариант — это магнита. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Я хочу в тебя смотреться, хотя мы далеко пока. Отлично, теперь мы можем уточнить эквализацию. Возможно, я несколько сниму высоких частот и проконтролирую высокую середину. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Я хочу в тебя смотреться, хотя мы далеко пока. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Я хочу в тебя смотреться, хотя мы далеко пока. До эквализации голос слегка гудит, не хватает устойчивости, разборчивости, и он слишком выпуклый, что нам точно не нужно. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. А теперь он разборчивый, аккуратный и более стабильный. Послушаем звучание до обработок и после. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Я хочу в тебя смотреться, хотя мы далеко пока. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Я хочу в тебя смотреться, хотя мы далеко пока. Звучание голоса существенно улучшилось, но теперь можно проверить, как это все будет работать в миксе. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Я хочу в тебя смотреться, хотя мы далеко пока. С ослаблением верха, скорее всего, я перестарался, но мы сейчас добавим реверберацию и проверим, возможно, она скомпенсирует эту проблему. В качестве ревербераторов мы будем использовать две машины. Это будет RoomWorks, работающий в режиме Room и в режиме Plate. Друзья, сегодня мы разыграем две лицензии на Cubase 10 Elements от компании Steinberg. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно подписаться на наш канал на YouTube, а также в комментариях под видео оставить ответ на вопрос, какие встроенные в DAW плагины вы используете чаще всего и для каких задач. Напоминаю, что в розыгрыше будут принимать участие только комментарии под видео на YouTube, поэтому оставляйте их именно там. Время проведения розыгрыша мы дополнительно объявим в нашем сообществе на YouTube. Это крайне недооцененный плагин, который даст фору многим сторонним приборам. Послушаем его рум-реверберацию. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Я хочу Очень аккуратное, чистое звучание. смотреться, хотя мы далеко пока. Но я немного сужаю его, чтобы он лучше обрамлял голос и при этом не слишком пересекался с плейтом, который будет заполнять края микса. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Вы слышите, что вместе с голосом эта реверберация звучит очень приятно. Без ревера? Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. А теперь с ревером. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Дополнительно на канале реверберации я использовал эквалайзер, чтобы слегка подавить 500 Гц, которые в
вокале Ани слишком активные. Ну и я немного срезал низких частот, просто для технического контроля. Послушаем второй ревербератор. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Это симуляция плейт. Этот ревербератор нужен нам для того, чтобы несколько поддержать вокал по краям и сделать его звучание более легким и воздушным. Послушаем вместе с рум-ревером. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Широкое звучание, более узкое звучание, и сейчас в центр мы добавим, собственно, голос. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Очень красивое звучание. Послушаем в миксе. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Я хочу в тебя смотреться, хотя бы далеко пока. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Я хочу в тебя смотреться, хотя бы далеко пока. Теперь давайте послушаем, с чего мы начинали и к чему пришли. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Я хочу в тебя смотреться, хотя бы далеко пока. Приятное, красивое звучание голоса, которое, тем не менее, слишком выпадает из микса и содержит некоторые проблемы, как в частотном спектре, так и в динамических характеристиках. Но я помню теплый свет твой заснеженного маяка. Я хочу в тебя смотреться, хотя бы далеко пока. А теперь мы получили приятное звучание голоса, которое прекрасно интегрируется в микс, хорошо сочетается с другими элементами аудиокомпозиции и вызывает радость и улыбку на моем лице. Что ж, ребята, как вы видите, встроенные в цифровую звуковую рабочую станцию приборы на проверку оказались очень неплохими процессорами для создания прекрасного завершенного звучания микса. Большое спасибо за внимание. Увидимся завтра. Плывите к звуку.